сейчас будем вязать вот эту накладку сверху, которая идет. Приступаем. 6 воздушных петель. Один, два, три, 4, 5, 6. Да, у меня эта ниточка вот будет ярко-фиолетового цвета. Со второй петли 5 столбиков без накида. Вот одна петелечка, со второй 1, 2, 3, 4, 5. Далее с 3 по 14 ряд включительно мы провязываем 5 столбиков без накида. В начале каждого ряда воздушную петлю делаем, петлю подъема, и провязываем либо обычными поворотными рядами, либо как крылья вязали, то есть с лицевой лицевыми обычно, с изнаночной стороны изнаночными. Тут уже как вам больше нравится. Я буду провязывать изнаночными. Напомню, то есть мы сделали поворот, воздушную петлю и заводим крючок за работу, за ниточку и за работу. Из первой петли вот один столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый, и пятый. Снова поворот, воздушная петля, и уже следующий ряд вяжем обычными столбиками без накида. Поэтому как вам удобно, как больше нравится. Встретимся, когда начнем вязать 15 ряд. Провязали 14 рядов. Я решила еще один ряд довязать. Итак, 15 ряд, поворот, воздушная петля. Провязываем также 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Поворот. Далее вяжем 16 ряд, воздушная петля,
4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4. В угловую вяжем 3 столбика без накида, то есть в нашу пятую петлю, 1, 2, 3. Дальше продолжаем по кругу. Теперь будем обвязывать 1 столбик без накида, дальше 1 полустолбик с накидом, то есть мы будем формировать веко. Дальше 1 столбик с накидом, в следующую петельку 3 столбика с накидом в одну. Один, два, три. Вот так получается. Далее 3 столбика с 2 накидами в одну. Делаем 2 накида. Это был первый столбик. 2 накида сюда же. Второй столбик. 2 накида сюда же. Третий столбик. Вот так получается. Далее 1 столбик с накидом. То есть тут была у нас прибавка, а тут уже без прибавки 1 столбик с накидом. И 2 соединительных столбика. Один, два. В угловую делаем 3 столбика без накида. 1, 2, для формирования уголочка, 3. Далее 3 столбика без накида. 1, 2. Вот этот хвостик ввязываем. 3. В угловую 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее 2 соединительных столбика.
1, 2. Далее 1 столбик с накидом в следующую, смотрим напротив, чтобы ровненько все было. Далее 3 столбика с 2 накидами в следующую. Первый, второй, третий. Чтобы ровненько получалось. Далее 3 столбика с 1 накидом в следующую петельку. Первый. Сюда же второй столбик с накидом. Сюда же третий столбик с накидом. Далее 1 столбик с накидом еще. Далее полустолбик с накидом. И 1 столбик без накида. Вот, чтобы ровненькая деталь получалась. И 1 соединительный столбик. Ниточку закрепляем, обрезаем, оставляем для пришивания. Побольше, подлиннее. Вот такая деталь у нас получилась. Ровненько. Где ниточка осталась, вот эта часть, эта сторона, она будет идти к носику. Вот так будет выглядеть. Вот. Можно, кстати, уже оформить мордочку. Вот. Все наши детали сейчас я сложу сюда, и мы подколем вот такими булавочками, чтобы посмотреть, где что будет пришиваться. Для оформления мордочки детали наши готовы. Рога, накладка спереди на нос, голову, верхние веки, нижние веки и глаза. Так как плотность вязания разная, может быть, и детали, размер из-за этого может отличаться, и из-за ниточки может отличаться. Так что я не буду здесь говорить точно
на каком ряду что пришивается, просто визуально вот так вот посмотрите, прикладывайте, и как вам нравится, так и пришьете. Вот, берем сперва накладку, накладывается вот сюда на сгиб, посерединке, и подкалываем иголочкой. Вот так. То есть вот там, где ниточка, это идет к носику деталь. Так, здесь уже куда хватает. Откалываем. Главное, проверяем, чтобы по центру было. Вот так. Так, веки наши. Теперь берем глаз, блики в эту сторону смотрят. Прикладываем глаз. Сейчас. Я подкалываю с одной стороны булавочками, потому что с другой стороны будем делать симметрично. Вот так вот приблизительно глаз. Берем одно веко, прикладываем здесь ниточку, спрячем. Да, пришивать будем веко за полукруглую сторону, которая длиннее. Вот так вот прикладываем. Я немножко наискосок делаю, то есть здесь ваша фантазия уже как больше нравится. Делаем вот так. Теперь верхнее веко. То же самое пришиваем за длинную сторону полукруглую. Вот поэтому прикладываем сразу. Так. То же самое, все ниточки потом заправлены. Я прикладываю так, чтобы вот здесь, ближе к носику, было видно глазик. То есть вот так. Полностью его в веки. Его можно вложить вот полностью. Ну, мне хочется сделать вот так вот. Опять же, здесь все ваша фантазия. Как нравится. Так делайте. Так. Вот. Так будет пришиваться. Сейчас я вот эту ниточку спрячу, чтобы визуально. Так. Здесь тоже я так подколю, чтобы она не мешала. То есть приблизительно вот так. Здесь вот эта часть, она останется не пришитой, то есть мы будем пришивать вот здесь до вот этих столбиков с накидом, где мы делали, и вот потом за ними начнем от них. Вот, пришивать мы будем обычным способом, как обычно, стежок за туловище и снизу вверх за петелечки. Каждую детальку по отдельности будем пришивать. Вот. Начнем, так как мы уже посмотрели, где что будет. Сперва начинаем глаз, затем нижнее, верхнее веко, затем вот эту накладку
верхнюю. И затем уже рога. Вот, и прикладываем рога, смотрим. То есть их можно дальше, ближе. Тут уже все как вам больше нравится. Вот, я буду вот сюда вот сверху прикладывать. Так. То есть вот так приблизительно. Еще затем уже, когда мы все оформим, мордочку пришьем, гриву пришьем, вот, ноздри сделаем. Можно оставить вот так вот голову. Я ее буду вот здесь вот немножко вот так вот пришивать. Сейчас второй рог здесь перестегну. Их можно на расстоянии, можно рядом. В общем, тут уже как больше нравится. У меня драконы разные, я по-разному делаю. Смотря когда, что, как хочется. Так, хотя здесь, наверное, сделаю немножко на расстоянии. То сильно близко уж. Вот так. Больше нравится. Как раз до столбиков. Вторую сторону я не буду сейчас делать. Дальше только пристегну. Вот так вот. Да, так нравится больше. И вот так вот потом голову. Вот, поэтому можно уже на этом этапе все пришить. Я уже, чтобы видео не затягивать, не буду показывать. Думаю, все понятно. Здесь как мы пришивали вот эти части, так пришиваются все детали. Вот. Единственное, что вот здесь вот эти веки фиолетовые, я их не пришиваю. Хотя, если вам нравится, можете их пришить вот сюда к фиолетовому. Это по желанию. Вот. Я пока в сторону отложу и свяжу гриву. Потом уже сюда тоже булавочками прикреплю гриву. И можно будет оформлять. А в конце уже пришью лапки. Вот такой получается. Итак, провязала гриву. Сейчас покажу, как выглядит. Вот это длинная. Это идет вот отсюда до конца хвоста. Сейчас вторую деталь такую буду вязать. И которые покороче, две детали. Это грива вот сюда, на шею. То есть мне хочется сделать ее двойную. Вот так она будет выглядеть. Сейчас подкреплю сюда. И вот сюда. Вот так. И рядышком. Сейчас вот здесь чуть в сторону.
Вот так будет выглядеть. И вторая будет идти также отсюда. Вот сюда. Вот так будет выглядеть. То же самое гриву. Если у вас есть предпочтение, можете делать по-другому. Вот. Мне сюда захотелось сделать такую. Цвет опять же выбирайте самостоятельно, какой вам нравится, какой подходит. Набираем 82 воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5. Набрали цепочку из воздушных петель, 82 петелечки. И теперь во вторую от крючка петелечку соединительный столбик. Теперь столбик с 2 накидами, 2 накида. И снова соединительный столбик. То есть вот такая чешуйка получается. Снова соединительный столбик. То есть между чешуйками будет по 2 соединительных столбика. Снова столбик с 2 накидами. Соединительный столбик. Опять соединительный столбик. Столбик с 2 накидами. И соединительный. Такая получается грива. И здесь, я не знаю, здесь видно или нет, но вы когда будете вязать, обратите внимание, с одной стороны вот с этой с лицевой получается гладенько, вот, а с этой стороны такими пупырышками. Вот, я когда гриву буду пришивать двойную, я вот с этой стороны буду делать, чтобы она была гладенькая, пришивать. А вот с этой стороны, с внутренней пупырышками, и здесь наоборот, внутрь тоже пупырышки, а здесь гладенькая будет сторона. То есть обратите внимание, что отличается 2 стороны, и выберите, как вам больше нравится, ну и чтобы было симметрично. Вот так вяжем до конца ряда. Вот, довязываем.
Вот. И затем то же самое подкалываем булавочками, как мы хотим, чтобы располагалось тут шире, уже, там на сужение, например, можно сделать. Ну, в общем, как нравится. И точно так же пришиваем. Пришили мелкие детали. Вот, напомню, сначала пришивала глаз, затем веки, нижнее и верхнее, с двух сторон симметрично. Затем вот эту накладку, затем рога и гриву решила пришить вот отсюда. Вот так. Двойную. Сейчас покажу, как пришивать гриву. Потому что вот эти все детальки пришиваем так же, как и крылья здесь. Вот. Для начала распрямляю хвост. Так, здесь то же самое смотрим с одной стороны. Вот такой вот рисунок, а с другой стороны отличается. Поэтому выкладываем, так как грива двойная, выкладываем детали так, чтобы они выглядели одинаково с двух сторон, справа и слева. Вот, для начала булавочками подкалываю гриву, то есть определяю ее начало. Вот. И где заканчивается. Вот так. Вот так. И теперь вот здесь еще. Вот. Выбираем расположение. И вот здесь. Вот, определили расположение гривы. Вот по этой стороне будет вторая проходить. И начинаем пришивать. То есть ниточка, которая оставалась здесь, маленькая, спрятали ее вот сюда, в начало ряда. Заправили нить в иголку. И пришиваем. Когда я пришиваю детали, обращаю внимание на направление косички. То есть, чтобы нить шла наши стежки либо так, в ту сторону, либо в эту. Ну, по пришиванию деталей я думаю, если будет необходимо, сделаю отдельный мастер-класс. Вот. Ну, сейчас покажу, как пришиваю гриву. То есть, опять же, сначала иголочку ввожу
за основную нить, за туловище. И снизу вверх вот сюда. Это вытягиваем булавочку. Так, снова за основную. И снизу вверх за гриву. Подтягиваем. И дальше уже можно сразу вот за основную. И сразу иголочку сюда в петельку. Подтянули. Снова за туловище. И в петельку снизу вверх за гриву. И так продолжаем до конца гривы, пока не пришьем все. Вот так получается. Вот пришиваем потихоньку. По мере пришивания булавочки эти будем удалять. Так как здесь грива оттопыривается, чтобы создать натяжение, хвостик вот так вот сгинаю, и удобнее пришивать. И идем дальше. То есть смотрю направление петелечек, чтобы ниточка хорошо ложилась. В данном случае у меня стежки идут. Вот нить из гривы выходит и идет стежок вперед, ряд. То есть не назад возвращаемся и продеваем, а вперед. То есть вот ниточка. И вот вперед на один ряд я делаю стежок. Так, стежок. Втягиваем. И напротив стежка в петелечку. Снова по направлению нити стежок немного вперед будет идти. И напротив за гриву. Вот аккуратненько получается.
И так шьем до конца. Первую часть гривы и затем вторую часть гривы. Итак, пришили гриву. Вот так выглядит. Вот.